Всем привет! Сегодня я к вам вот с таким вот красивым, праздничным, ярким тортом с ягодами и фруктами. Фрукты и ягоды можно брать любые по сезону. Но самое главное, что впервые вот я в торте использую здесь японский хлопковый бисквит. Он, конечно, идеален. Мой любимый крем маскарпоне, ну и фрукты, ягоды для украшения. Еще забыла сказать. Цветы живые, которые можно есть. Вы знали, что цветы можно есть и украшать ими торты? Так вот, я впервые тоже здесь их использую. Бисквит делаю на 8 яиц, но одно яйцо пойдет полностью сразу, а остальное буду разъединять на желтки и белки. Все продукты самые, что ни на есть, простые. Растительное масло, сахар, соль, мука и молоко. Молоко должно быть чуть комнатной температуры. Масло сейчас подогрею на плите. Подогрела масло, выливаю в чашку, где буду замешивать тесто. Не поверите, что сейчас идет мука. Но на самом деле просто необычно замешивается этот хлопковый бисквит. На моем канале я уже сказала, в описании есть ссылка, как сделать хлопковый бисквит отдельно, вот просто к чаю, на меньшее количество ингредиентов. Но я в него просто влюбилась, в этот бисквит. Вот так вот вмешиваю в растительное масло муку. Теперь молоко. И как видите, оно замешивается не миксером, а вот именно лопаточкой. Только белки буду взбивать миксером. 7 желтков идут сюда в тесто, а белки вот отдельно отделяю в чашу миксера, чтобы белок отдельно с сахаром и солью буду взбивать. И еще одно целое яйцо. То есть получается 7 желтков и одно целое яйцо идет сюда. И теперь хорошо в тесто вмешиваю желтки и это яйцо до абсолютной однородности. Ну и вот такая вот красивая масса, эластичная, очень однородная получается. Буквально на нее ушло там 5 минут. Отставляю пока в сторону. И взбиваю белки до абсолютно хороших пиков. Вот все 7 белков. Сюда у меня идет 130 граммов сахара. Я не помню, я сказала про молоко или нет. Молока тоже было 130 миллилитров. И щепотка соли. Взбиваю минут 12 примерно. До какой консистенции? Покажу. Вот пики должны быть вот прям хорошие такие. Вот видите, переворачиваю ложку и ничего не спадает, не сливается и так далее. Вот до такого состояния взбиваем белки. Теперь сначала вот 3 ложки кладу сюда, в эту массу. И вмешиваю немного белков сначала вот в эту массу. А теперь всю массу переливаю в белки. Не миксером, конечно, только вот лопаточкой. Собирая все по стенкам, со дна все, чтобы все было однородно. И получается вот такая вот эластичная масса, вот так вот сбегающая. И выкладываю все тесто на противень, на бумагу. Перед тем, как вот выкладывать тесто, в духовку я поставила горячую воду сейчас. Сейчас покажу. Потому что этот бисквит готовится на водяной бане. Разравниваю. И перед тем, как поставить в духовку, вот нужно вот так вот ударить пару-тройку раз, чтобы более равномерно распределилось тесто. И вот пузырики начали выходить просто. Духовку разогреваю на 170 градусов. Наливаю сюда горячую воду. И закрываю буквально на минуту, чтобы создать паровой эффект. Ровно 35 минут он у меня был в духовке. Теперь, пока остывает, делаю крем. Крем мой любимый. Сливки 38%, пол-литра беру. Маскарпоне 300-400 граммов. И сметана 20%, граммов 200 возьму, вот так, 150 примерно. Ну и сахарная пудра, конечно, сахарная пудра, граммов 70. Потом я пробую на сахар, если не хватает, чуть-чуть добавляю. Взбиваю сначала сливки, граммов 70, как я сказала, сахарной пудры. У меня сливки не сладкие. И начинаю взбивать. До какого состояния покажу. Вот сливки взбивала совсем недолго, несколько минут.
почти вот до готовности. И добавляю маскарпоне. 300-400 граммов крема маскарпоне. Вместо маскарпоне можно взять Филадельфию или творожный сыр также можно использовать. И сразу же добавляю сметану. Сметану 200 граммов. Попробовала сейчас на сахар, и мне вот не хватает немножко сладости, поэтому добавлю немножко еще сахарной пудры. Всего положила 100 граммов. Все, вот получается вот такой вот хороший стабильный крем. И он не на сливочном масле. Я не очень люблю вот как бы в этих тортах, в таких тортах с фруктами или с ягодами на сливочном масле крем. Все, крем готов. Пока ставлю в холодильник, беремся за корж и собираем торт. Сейчас первым делом мне нужно перевернуть бисквит. Сверху кладу еще один лист бумаги. И вот так вот переворачиваю. Теперь нужно аккуратно снять бумагу. Она прекрасно снимается, поэтому просто снимайте, не торопясь, только не дергая. Ой, как мне нравится эта структура бисквита, я вам скажу. Прям нежный-нежный такой вот, прям вообще очень эластичный. И пропитывать его не буду, он чувствуется, что какой он влажный такой, прям приятный. Ну и вот еще раз покажу, какой он получается внутри. Прям даже вот слышно он на самом деле как сфок такой, как губка. Очень классный. Ложку крема на середину кладу, на поднос, на котором будет торт уже. Определяю его место. Кладу слой крема, приличный слой крема. Просто его разравниваю по поверхности. Теперь, конечно, безе. Я купила вот готовое безе. Если хотите сами сделать безе, то вы можете также ролик посмотреть. В описании я дам ссылку, как я делаю безе. Там тоже все достаточно просто. Главное понимать, до какой консистенции довести белки с сахаром. Но безе в торте это всегда очень вкусно. Много накладываю безе. Вот эти кусочки, они очень хорошо пропитаются кремом. И торт получается очень вкусный и очень нежный. Почему я еще, допустим, в крем не так много сахара клала? У меня крем получается не приторно-сладкий. Вообще как бы очень так в меру сладкий, я бы сказала. Потому что безе очень сладкое. Сверху безе, конечно же, крем. Конечно, вот так вот руками немножко придерживайте, чтобы у вас безе не спадало все полностью. Но нужно смазать кремом. Но не сильными такими прям. Кремом очень хорошо безе пропитывается. Посыпаю торт грецким орехом. Вот здесь у меня 2 таких хороших горсти орехов. Я их немножко рублю ножом. Так вот со всех сторон. С орехом всегда торт вкуснее. Ну, если нет ни у кого аллергии, конечно. Сюда вы можете также добавить, допустим, манго, клубнику, малину. Но учитывайте, что в малине есть косточки. То есть любые фрукты, вот такие вот мягкие, как, допустим, манго тот же. Или ягоду. Немножко нужно тоже прикрыть орехи кремом. Плюс для того, чтобы корж соединился с этим слоем, верхний корж. Теперь кладу верхний корж. Так, вот его нужно класть наоборот, чтобы более ровный был торт. Вот так вот. И уже теперь крем сверху и с боков. Здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Если вы хотите, чтобы у вас полностью борта все были вот закрыты, то тогда крема или сливок еще нужно 250 граммов, чтобы было лишних. Так как я не планировала закрывать полностью прям ровно всем кремом борта, ну это сейчас и модно, ну и, если честно сказать, мне нравится, что когда это не очень ровно, когда есть видны мазки, это, ну, по мне, это смотрится стильно и красиво. То есть то вот как раз этого количества крема, который я сегодня показала и делала, его как раз таки и хватает. Ну и все. Сейчас ставлю в холодильник, а потом уже наводим марафет, украшаем торт фруктами. Украшаю я торт чем сегодня? Фрукты и ягоды. Вот все, что нашла по сезону в Израиле. У нас вот оставшуюся черешню, виноград, голубика у меня здесь.
сливы, нектарины и мангу я возьму. Но еще я буду украшать также живыми цветами, которые съедобны. Слушайте, я сама не поверила, но не так давно, может быть, полгода назад узнала, что цветы есть съедобные, которыми украшают торты, разные кондитерские изделия. Так вот, обычные бархатцы, вот я очень помню хорошо, как бабушка у меня выращивала их у себя в доме в деревне, они, оказывается, съедобные. И это цветочки шалфея, вот эти вот фиолетовые цветочки шалфея, которые тоже можно есть и украшать также разные блюда и кондитерские изделия. А, листики мяты забыла. Ну, и листики мяты, сейчас я их тоже в процессе достану. Так что вот вам такое вот разнообразие сегодня. Поэтому смотрите, повторяйте или используйте просто как идею для украшения праздничного торта. Все, вот такой вот тортик получается. Красивый, праздничный. Делайте такой вот тортик, пользуйтесь этой идеей. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.